6 признаков того, что вами нагло пользуются. Первый признак. Вспомните, у вас есть долги, которые вам не отдали. То есть, когда вы заняли человеку деньги, и он до сих пор вам их не отдал. Или, может быть, он отдал их вам, но не в то время, как было назначено. Или, может быть, он должен был отдать вам в пятницу утром, но в пятницу утром он вам не позвонил, не написал, деньги не отдал, и, соответственно, вам пришлось самому звонить ему в пятницу вечером, например. Если в вашей жизни были такие ситуации, то поздравляю вас, вами нагло пользовались в этот момент. Почему? Потому что деньги вообще это энергия. Это ваша энергия. Вы заработали эти деньги, вы их как-то получили. Вы что-то отдали, потратили, вложили, чтобы эти деньги стали вашими. Вы потратили часть своих сил, поэтому деньги – это равно вашей энергии. Если человек берет у вас деньги и вовремя вам их не отдает, то он вами нагло пользуется. Он как будто дополнительно, без вашего согласия, берет у вас еще кусочек энергии. Еще. Почему еще? Казалось бы, он же не взял еще дополнительно денег. Но вы знаете, что деньги вообще-то должны постоянно работать. Если деньги не работают и не приносят еще деньги, то это такой застой, болото, где начинаются нехорошие процессы. Ну, подумайте сами, кто живет рядом с болотом? Лягушка да мошки, ничего там хорошего нет, процветающего. Поэтому если вам вовремя не возвращают деньги, то вами нагло пользуются в этот момент. И вы это позволяете. Нормально иметь хотя бы один такой опыт в жизни. Один раз это испытать, войти в этот опыт, получить такой негативный опыт. Дальше сделать выводы, что я не буду больше занимать деньги без, например, каких-то документальных оформлений. Бывают разные юридические способы оформить такие отношения, когда вы занимаете, там все прописано, вы имеете право потребовать это в ответ. Это одна история, если вы используете свое право. Если вы позволяете просто сесть вам на шею и кататься на вашей шее за счет вашей энергии и юзать ваши деньги, как вы хотите, то вами нагло пользуются. Что же делать в такой ситуации? Сделать один раз вывод и больше не занимать человеку деньги так, чтобы он мог вами пользоваться. При этом у вас может возникнуть чувство вины. Ну как это так? Я не помогу своей лучшей подруге. Или как это так? Мой коллега на работе, с которым я вместе обедаю уже несколько лет в столовой, у него трудная ситуация. И что же я такая скотина, не помогу ему? Можете подумать вы. Но что же делать? Мы сейчас про это говорим. Что делать? Выработать верный паттерн, шаблон поведения. То, как вы будете каждый раз реагировать, даже не задумываясь. Просто поймите сейчас, что деньги – это часть вашей энергии. Не разбрасывайтесь ей, если вы хотите в жизни иметь какой-то социальный успех.